Всем привет, друзья! Возможно, вы слышали о такой проблеме, как зависание клапанов печки в Мерседесах 90-х и 2000-х годов. Я тоже слышал про эту проблему и думал, что она меня никогда не коснется. Но, видимо, настал тот час, когда я попал в такую же проблему. И позвольте, друзья, я вам расскажу, в чем заключается эта проблема. Зависание клапанов печки заключается в том, что вы пытаетесь поставить, к примеру, холодный воздух вот этими крутелками, а он дует постоянно горячим. Или происходит такая ситуация, что вы ставите, к примеру, горячий воздух, с одной части раздельного климат-контроля дует горячим, а с другой дует холодным. Может быть разные вариации, и основной из проблемы является зависание клапанов печки, либо в очень крайнем случае это выход из строя вот этих вот резисторов. Тогда нужно разбирать именно вот эту панель, ее пытаться пропаивать, но чаще всего проблема именно заключается в подвисании клапанов. Давайте сегодня попробуем решить эту проблему, которая меня просто задолбала, потому что у нас сейчас лето на дворе и дует постоянно горячим воздухом. Я просто не могу. Мне приходится глушить машину, как-то там система обновляется, клапана становятся на свое место и опять дует холодным, но ненадолго. Потом опять начинает дуть горячий. В общем, глюки какие-то существуют. У меня уже просто упало терпение, и давайте все-таки займемся этой проблемой. И это видео будет участвовать в розыгрыше наклеек. Одно видео, один победитель. Итоги будут подводиться в течение недели в одном из следующих видео. Так что участвуйте. Условия в описании. Так что меньше слов. Поехали! Так, ну что, друзья, вот где находится вот этот блок клапанов. Снимаем фишку с него и пытаемся раскручивать все, что мы тут видим. Прежде всего я, наверное, начну вот с этих винтиков, которые видите, раз, два, три, четыре. Ну, потом, если надо будет, я еще сниму и шланги. Так, значит, смотрите, мы все сняли. Теперь вот есть такие усики с одной стороны и со второй. Их нужно немножко отогнуть для того, чтобы снять вот эти клапанные крышки, так называемые. Значит, вот эти вот рожки вы неминуемо можете сломать, так как они старые. И вот ваша задача поднять вот эту всю конструкцию вот таким вот образом. Может немножко вытечь антифриза, ничего страшного. Обратите внимание, какое тут все грязное. И это нам с вами предстоит почистить все. И вот эти клапана. Ведь они ходят вот таким вот образом. И если они плохо ходят в своих цилиндрах, то, соответственно, они плохо будут перекрываться и так далее и тому подобное. Поэтому аккуратненько тут пружинки всякие. То есть почистите их аккуратно с помощью тряпочки и засуньте обратно. Так, ну что, смотрите, друзья, с большего почистил вот эти катушки. Это катушки, кстати. Но надо еще получше, конечно, почистить. Ну там, видите, довольно-таки много говнища. Вот, на этой тряпочке. Смотрите, друзья, особенно хорошо прочистите вот эти седла, то есть место прилегания клапанов. Вот в моем случае оно, видите, полностью заржавело. Поэтому его надо вот хотя бы так вот почистить более-менее, чтобы... Это основная проблема, возможно, того, что плохо прилегают клапана и пропускает антифриз в отопителе. Поэтому у вас вместо холодного воздуха гонит горячий. Блин, чуваки, оказалось, я думал, что это все, но оказалось, что это только вершина айсберга. Если поднять вот эту штуку, можно увидеть, вау, какая тут картина. Посмотрите, вот есть клапана, вот эти маленькие клапана, вы посмотрите, видите, они тоже засраны, и их тоже нужно почистить, для того, чтобы они хорошо ходили, потому что они, видите, тут соржавели все, и вот эта ржавь, она не дает возможность им нормально ходить, поэтому их нужно хорошенько почистить. Так, ну что, смотрите, у меня, в принципе, удалось все более-менее почистить, короче. Ну, хотя бы сейчас лучше, чем раньше. И сейчас мы все это устанавливаем на предыдущие места.
Да, кстати, тоже можно снять и вот эти катушки, колокола с катушек и почистить там все более основательно. Вот, и вообще, если вы захотите вообще полностью всю вот эту штуку снять, вы можете ее просто вот сдвинуть, она тут на таких попурышках, вы ее с кронштейнов в сторону сдвигиваете, снимаете хомуты и чистите уже чисто в руках. Да, и, кстати, проследите, чтобы у вас с этими контактами на катушке тоже было все хорошо, а то они, видите, тут тоже зеленоватые такие. Так что если отпаялись или что, припаяйте, все будет окей. А с этим проблем никаких не будет. И самое главное, надо проверить, помогло ли это нам. Итак, заводим машину. И включаем вентилятор на максимум, на горячий обдув. Так, начал дуть горячим. Но на самом деле вот этим меня сложно удивить, потому что у меня он зависал и дул горячим постоянно. А вот сейчас интересно, будет ли он дуть холодным. Вот это самое главное. И... Да, друзья, медленно, но уверенно воздух становится холодным, а это говорит о том, что клапана работает отлично. Значит, и с этой стороны воздух дует холодный, прохладный, вот уже холодный стал. Поэтому, друзья, ну что я могу сказать? Я вас поздравляю, мы с вами сделали отличную работу, и скорее всего этот ремонт пойдет в коллекцию моих ремонтов ценой $0, который можно сделать запросто своими руками. Притом я это делал на быструю руку, потому что нужно было быстро ехать, и все равно мне это помогло. Так что, друзья, надеюсь, что вам понравилось мое видео. Надеюсь, что таким образом вы обеспечите тепло зимой и сможете полностью насладиться прохладой вашего кондиционера летом. Спасибо, что были со мной. Всем удачи и пока!